Вот те, кто спрашивает нас постоянно о том, ехать в Грузию, что для этого, как здесь снять жилье, где, с чего начинать. Этот прямой эфир я хочу рассказать, доказать и объяснить своим друзьям и ответить всем, как приехать в Грузию, что для этого надо, как вот такие частые вопросы, которые я собрал в Телеграме, под нашими видео, и сегодня я дам такие вопросы. У меня очень много друзей, очень много знают, что я, такой цифровой книг, что я кочую по городам, весям, и мой сегодняшний топ это, и сегодня я вам дам первых, то есть с места, потому что огромное количество людей, которые рассказывают небылицы, какие-то сказки, сами либо прибыли в Грузию, 2 дня пожили уже про всех, либо не были в Грузии и знают, потому что они там были пару лет назад. Итак, пунктом. Что нужно, чтобы приехать в Грузию? Чтобы приехать, вернее не приехать, а прилететь, пока наземной границы залететь в Грузию, вам необходим сертификат о том, что вы привиты, то есть или двухфазную вакцину, либо однофазную вакцину Johnson & Johnson. Все. Вот если у вас есть сертификат о том, что вы привиты вакциной, либо однофазной вакциной Johnson & Johnson, welcome, можете приезжать. Опять же, внимание, до прилета вам необходимо будет заполнить анкету онлайн. Заполнить анкету, это упростит вашу жизнь. Ссылка на эту анкету будет официальная, друзья мои. Не надо заполнять каких-нибудь не знаю, Сидоровых, Смирновых, то есть на официальном Грузии, грузинского правительства есть эта анкета. Там ее заполняйте и только туда отправляйте. Потому что посредников, которые помогают в приезде, как они вам помогают? Если у вас будет сертификат о прививках, то вас впустят. Если не будет, то не впустят. Дальше. Вы можете приехать, второй вариант, прилететь в Грузию, если у вас ПЦР-тест. Что сие означает? В течение 72 часов с момента сдачи, не с момента получения справки, с момента, как вы сдали, то есть вы сдали кровь, сдали анализы на этот ПЦР-тест, соответственно, вам надо при пересечении границы предъявить этот тест, который давали не позднее 72 часов. Не справку, а вот вы сдали, то есть в ваших анализах сдачи будет указано время приемки материала на это и есть, времени пошло 72 часа. Если вы прилетите 73 часа, вполне возможно, вас не пропустят. То есть итого, есть 2 варианта приехать. Официально прилететь, пока наземные границы закрыты, приехать на машине сюда, на поезде, на машине пока нельзя, но, друзья мои, это вопрос лишь времени, потому что в Грузии открывается уже с завтрашнего дня, с 1 апреля уже открывается еще заведения, то есть снимается ряд ограничений, но что вас ждет, какие 3, скажем, такие минуса ждут вас в Грузии, я бы даже сказал 4. Первый, самый большой, что для многих отдыхающих самый большой, что в субботу, в воскресенье не работают увеселительные заведения. Будь то не знаю, казино, рестораны, бары, кафе, ничего не работает. Второй минус, который вас пока ждет, это то, что в Грузии комендантский час. С 9 часов вечера до 5 часов утра выходить на улицу запрещено. От слова вообще. И здесь нельзя никому дать в лапу, чтобы вас пропустили, это 100% информация. Попробуйте дать, еще получите больше штрафа за попытку дачи взятки должностному лицу при исполнении обязанностей. Третий такой, серьезный минус, это то, что здесь обязательное ношение масок везде. Везде, в общественном транспорте, даже в ботаническом саду и везде, на улице, в магазине, везде. Обязательно ношение масок. Четвертый большой минус это то, что чем больше вы думаете, чем больше людей приезжает сюда, и чем меньше у вас шансов
снять хорошую квартиру за вменяемые деньги. Об этом мы поговорим чуть-чуть ниже. Я расскажу, как правильно снимать квартиры, на что обращать внимание, потому что это такой животрепещущий вопрос. Итак, еще раз повторяю. Для граждан Украины, Беларуси, России вполне себе, там Таджикистан, Узбекистан, Европы, вполне себе можно прилететь в Грузию, и сейчас все больше и больше информации о том, смотрите, кстати, в наших чатах и на нашем сайте Madloba.info, справочнике, все больше и больше информации о том, что возобновляют регулярные рейсы из Киева, из Минска, вот, и скоро будет, наверное, с Еревана, потом будет, ну, то есть вот везде, то есть авиасообщение возобновляется. Соответственно, как бы первые цены на самолеты, на перелеты будут дорогие, а дальше я уверен, что спрос такой, бумовая волна спадет и будет дешевле. Поэтому здесь есть такая вот история. Что бы я еще посоветовал на финале этого момента? Я бы порекомендовал вам, если у вас есть вариант и возможность сейчас подорваться и поехать, это очень крутой скилл. Я бы вам рекомендовал. Почему? Потому что никто не знает, что будет завтра. И если вы приедете в Грузию сейчас, то вы спокойно здесь сможете пробыть год без каких-то пересечений границы. А если опять будет локдаун, и если опять закроют, то вы сюда не попадете, и будет огромное количество людей, а я знаю, что 90% тех, кто смотрит меня, моих знакомых, они такие ждуны, они такие будут ждать, а вдруг там будет лучше, а вдруг вот не надо будет сдавать там туда-сюда. По поводу прививок сразу хочу сказать, мое сугубо личное мнение, если будет надо прививаться, я уколов не боюсь, если надо, я привьюсь. Объясню почему. Я всю свою жизнь ориентировался на очень хитрых людей. Они живут в Израиле. Вот опять гуси пришли. И эти люди, которые живущие в Израиле, они прививаются. И там уже Израиль привился больше, чем на 56%. То есть больше половины населения привилось. Вот я вас уверяю, если бы что-то, а израильская медицина одна из самых сильных вообще в мире, и если бы что-то угрожало населению народа Израиля, то вот точно бы ничего бы они не прививали. А если больше половины прививается, то это такой для меня очень большой лакмус. То есть то, что там не прививаются в Грузии, не прививаются в Беларуси, Украине, ну, я думаю, что это, скорее всего, их личное дело. Но я бы вам настоятельно рекомендовал прививаться, потому что это поможет вам. Вот в любом случае там лучше, то есть последствия от прививки гораздо меньше, чем последствия от короны, от которого она прививается. Поэтому пора барабан. Вторая часть марлезонского балета. Мне так прельщают девушки, которые она видит и стоит, типа, волосы такая, какая я красивая, какая молодая. И в розовой я кофте такая расписная. Окей, видишь, сразу поняла и отошла. Да. По интонации понимаешь, что я говорю. Ну, вы в прошлом стриме пригласили всех в ботанический сад. Вот они пришли, видите, фоткаются. Так. Вторая часть марлезонского балета – это нашего стрима, прямого эфира. Это о том, как снять недвижимость в Грузии. Как арендовать квартиру, дом, там, не знаю, все что угодно, как это все дело правильно сделать, как это все оформить, с чего начинать и сколько это стоит. Первое, самое важное. Надо для себя четко уяснить, что снимать квартиру на удаленке на месяц, на 2 или, упаси вас, как я хотел с самого начала, на полгода-год, это самоубийство. Самоубийство ваших нервных клеток, вашего бюджета, вашего времяпровождения и всего-всего, что с этим связано. То есть пока вы не приедете сюда на место, пока вы не поживете в том районе, в том доме, в той квартире хотя бы пару-тройку дней, принимать решение об ее долгосрочной аренде, ну,
такая себе история, совсем-совсем тяжелая. Второй совет. Надо четко для себя представлять о том, что помимо вкусной цены и интерьера, особенно многие любители снимать квартиры по фотографиям. Потому что я тоже любитель. Я вас уверяю, что очень часто то, что вы видите на фотографии, и то, что будет в реале, будет совершенно разительно отличаться, а хозяин будет говорить, ну, это же было снято ремонт 5 лет назад, однако за время пути квартира могла подрасти, и сейчас в сезон вы особо торговаться не будете, потому что он понимает, что будет ее сдавать, и то есть вы ему там аванс заплатили, рыбка плывет, назад не отдает. Четко для себя понимаете, что картинка очень часто напрямую отличается от того, что вы увидите в реале. Третий момент – это само местоположение квартиры относительно городской черты, ну и относительно инфраструктуры или дома. Например, у меня знакомый снял очень хорошую квартиру, прям с видом на море, прям вот там 150 метров и вид на море. Но шикарный вид из окна, просто бомба, я смотрю и завидую, кусаю себе локти. Думаю, как же так случилось, что он, да, вот так вот снял, и там недорого совершенно, и вид из окна такой, но каждый день, когда я иду мимо этого дома, я радуюсь. Радуюсь за себя, что я там не снял в этом доме, потому что рядом с этим домом, прямо вот рядом, начинают возводить строительные машины, бурильные установки, потому что там возводят целый жилой комплекс, там в 3 комплекса, там, не знаю, в 60 этажей. То есть там, на этом месте, будет ближайшие года 3 с утра до ночи, по выходным в том числе, потому что мы были удивлены, что тут даже не работает грузинский дзен, потому что в этом случае здесь все кругом стройка идет круглый, вот без выходных. И представляете, когда вы засыпаете под пум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, просыпаетесь под пум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, обедаете, медитируете, не знаю, ложитесь спать, и у вас это все бум-бум-бум. Нет, можно убедить себя, что можно к этому привыкнуть и что люди с этим живут, но убеждать себя за $500-600 в месяц засыпать под пум-бум-бум, ну, такое себе удовольствие. Следующий пункт, что я бы хотел обратить на ваше внимание, это обязательный пункт наличия горячей воды. Причем важно, знаете, вам скажут, горячая вода, конечно, есть горячая вода. Ты приходишь, а там бойлер, вот такой там, на литров 5-6. А у вас семья из 3 человек. И один помылся, то есть, ну, понимаете, о чем говорю там, да? То есть один помылся, а потом 3 часа вы ждете, пока он нагреет этот бойлер воду. А более того, очень часто бывает такая история, что напряжение в сети очень маленькое. И ты, если включаешь кофеварку, то надо не включать ничего. То есть, если ты включишь кофеварку и микроволновку, не дай бог духовой шкаф, то потухнет все. Это тоже пройденный этап, это тоже то, что проходили мы. Сейчас проедет тракторок. Так. Итак, мы остановились на том, чтобы не только горячая вода была постоянно, то есть есть большие бойлеры, такие огромные, есть, наверное, центральное отопление, но мы живем в доме, поэтому у нас нет центрального отопления, мы снимаем большой загородный дом, вот, но до этого снимали квартиры, где было не совсем хорошо, либо, да что ж такое, прям парад тракторов. Либо, если вы снимаете
Бывает так, что снимаем квартиру, а там включается горячая вода, она есть, но ее напор настолько слабый, что дешевле, быстрее, эффективнее помыться с чайником. Это вам тоже, вот просто чтобы, чтобы было понимание, когда вам говорят, что это как бы так везде, я же захожу в другие квартиры и вижу, что так не везде. Это напрямую зависит от коммуникации в доме, от того, как это сделано в квартире и от того, насколько хорошая там сантехника. Кстати, о сантехнике я бы тоже очень и очень рекомендовал вам проверить ее, потому что капанье кранов и очень часто, мы уже опытные путешественники, моя супруга заходит в квартиру или дом, который мы снимаем, и делает прям ревизию. Почему? Потому что это напрямую влияет на стоимость аренды. Давайте честно скажем, если вы сбьете стоимость аренды хотя бы на $100 в месяц, то за год вы экономите 1200. 1200, а я вас уверяю, это 1200 вам очень и очень пригодится, потому что менять надо будет все, и сколько мы ни жили, хозяева не хотят, или как бы не замечают тех проблем, которые есть, поэтому вам придется менять все за свой счет, начиная от, крана, заканчивая душевой лейкой, потому что там она, сомнительного уже качества и сомнительной природы происхождения, скажем так. Дальше, что я еще бы хотел на что обратить внимание? На местоположение самой по себе квартиры либо дома, чтобы была туда транспортная доступность, чтобы туда можно было доехать. Нет, я не спорю, когда будет солнышко прогуляться, там как бы плюс 20 хорошо, но что с вами будет, если вы будете подниматься там лошадкой, везущей там медленно в гору, и вы будете под плюс 35 подниматься в гору, а если вы хотите снимать круглый год, то что будет делать, когда будет снег? А тут он тоже бывает. Потому что мы тут 2 года живем и 2 года видим снег. Хотя нам говорили, что тут снега нет. Третье, местоположение тоже важно, потому что доступность магазинов. Вот, например, если магазин, хороший магазин, доступен от нас, и мы туда ездим каждый день на такси, 3 лари туда, 3 лари обратно, получается 6 лари, условно, то в месяц 6 лари на 30, получается 180 лари, мы просто на такси тратим на поездку в магазин. И вот из этих маленьких деталей составляется годовая аренда. Что еще, я сейчас перейду к тому, то есть на что обращать внимание, а потом про того, как снимать. То есть я говорю про то что снимать, а потом перейдем к тому, как снимать. Дальше, что я хотел бы. Сразу проверяйте насекомых, плесень и насекомых. Вот не поленитесь, вот просто понимаете, мы снимаем квартиры полные 20 лет, дома, квартиры, и мы знаем, что такое насекомое, что такое плесень, и как она бывает раздражает, и как она, эта плесень, насекомые, тараканы, муравьи, мышки, что тоже имеет место быть, в принципе, это все очень и очень раздражительная история. Интернет. Интернет должен быть, то есть очень хороший интернет в Грузии, Максиком оптоволокно валит, бывают перебои, конечно, такие технические, больше, как в любой стране, но в основном стабильный интернет, стабильный аптайм, соответственно, все в принципе хорошо, и важно, чтобы у вас был, и сразу надо договариваться по тому, сколько человек еще сидит на этом интернете, потому что очень может быть, что за интернет будете платить вы, а там сидит еще 3 квартиры на этом интернете, и вы будете удивляться, почему это у нас так по вечерам падает скорость. Ничего, что там все торренты качают, и все, все у всех весело и вкусно. Тоже важный момент про интернет, потому что здесь, при самом большом тарифе 100 лари это получается интернет, 25 лари это телевидение, все каналы, 125 лари в месяц, у вас закрываются вообще все проблемы. Отдельный момент, то, что вам не покажет никто, ни хозяин, ни риэлтор, маклер, тут говорится, да, это кровати. Качество кроватей очень важно. Подушки мы покупаем, подушки мы с собой перевозим, да, кровати, друзья мои, если кровать будет скрипеть, если там будет прохудившийся матрас, то это то, что вы будете прямо, если вы не высыпаете, зачем такой отдых?
Понимаете? И вот это все, вы же смотрите, ох, какой вид из окна, ох, какая хорошая цена, ох, какое все там туда-сюда, ох, там туда. А потом приезжаете, у вас вода нет, свет слабый, там слаботок какой-нибудь там, да, включили чайник, лампочка потухла, унитаз, получается, течет, кровати дряблые, шатаются, спать невозможно. Ну, то есть я по себе сужу, потому что я просыпаюсь от каждого шороха, хотя совесть моя чиста. И вот эти все моменты, соседи это вообще отдельная песня. Если в Беларуси, в Украине, в России можно найти управу, то здесь можно найти таких, ну, я не говорю, что местные, то есть могут заселиться ваши соседи через стенку, и там до 2 часов ночи та-на-та-на-та-на, и песни, там танцы, потому что они отдыхают. А потом с утра там они еще там на этом, то есть вы будете жить важный момент, именно поэтому мы снимаем дом. Я минимизирую риски, потому что всегда можно снять хорошую квартиру, так вот если не за окном будет ремонт, то у соседей будет ремонт, а если не ремонт у соседей, то у верхних или у нижних будет гульба. Или же бывают такие у нас тоже случаи, когда, то есть вы живете такой Dolby Surround. Здесь у вас ремонт у этих соседей там получается гости, а сверху или снизу, я так и не понимал никогда, вечные скандалы там, да, где ты был, там, какое тебе дело, и там вот одно и то же, хочется пойти и сказать, что типа, где ты был, скажи, напиши там, да, а ты вот прочитай, почему ты каждый день спрашиваешь одно и то же каждый день, это вас ждет. Теперь самое интересное. В Фейсбуке вам будут, вот везде, где вы будете искать, вам будут говорить, типа, там, где снять квартиру. И вам будут давать маклеров, это, ну, агенты недвижимости, это называется маклеры. У них маклеры. И вот у нас мы имели такую оплошность, мы понадеялись на этих самых маклеров. Ну почему? Потому что везде, где я проживаю, как бы очень хорошо развита система агентств недвижимости, где агенты действительно рвут из-под себя, да, работают, зарабатывают. Я готов им отдавать за хорошие варианты и за договора, за то, что они там найдут клиента, там, они мне скажут правдивые, честные условия, проверят эту квартиру, насколько там у нее там, ну, история, там, все такое, там, да, потому что я снимаю на год с семьей, я хочу быть хотя бы как-то минимально зарегистрирован, ну, как бы, что этот передо мной хозяин квартиры, а не перекуп там или какой-нибудь там племянник бабушки. Потом приедет бабушка со своими там внучатами, скажет, типа, ну давайте снимать, мы там вам сдавали 2 комнаты, а мы в 3-й комнате будем жить. Так вот, институт агентов недвижимости, кто бы вам что ни говорил, вот я вот сколько вижу, сколько сижу, в Грузии отсутствует как класс. Обычно агентами недвижимости являются экспаты, которые приезжают сюда и от я не побоюсь этого слова, от нефиг делать, занимают эту свободную нишу. Причем они не делают ничего, что могли бы делать вы. Один к одному, вот ничего. Они сидят в Фейсбуке на барахолках и, как они говорят, вылавливаем варианты. Кто вам мешает выловить варианты? Причем этот агент недвижимости никакой ответственности за то, что вас выселят через там 2 дня, за то, что он там неправильно не нашел. По сути, это не агентство недвижимости, это перепродажа информации. То есть она знает какой-то телефон, она с этим, или он с этим хозяином договорился. Почему я так говорю? Не с потолка. Потому что я отправил свою семью в путешествие, сам находился в другой стране, в другом городе и координировал все по интернету. В перелетах там между страны, там, да, там на работе, в консультации, туда-сюда. И я своей супруге с сыном, они тут путешествовали. То есть я им находил агентов, с которыми договаривался. Агенты, бывало, не приходили. Вот вы договорились вы договорились с человеком, что в 9 часов утра вы придете, вам покажут 3 варианта, то есть с 9 до 10 один вариант, с 10 там, до 11, там, допустим, второй, там, 3 на 3 часа, и спланировано так, что типа потом у них обед и потом второй агент. Я хотел бы, чтобы они посмотрели за день там 6 объектов. Много. Но выбор, я хочу выбирать, я всегда выбираю из 10, а не из 2.
Один не пришел, вторая пришла, как оказалось, то есть она прям при моей супруге связывалась в Фейсбуке с той, с которой она переписывалась. То есть вот у нее, в принципе, вообще как бы там, да. И самое интересное, те объекты, что нам предлагали по $500, в Фейсбуке свободно лежат по 350. Это вам, ну, к слову, да, что как бы что. И здесь говорят, агент, то есть вы как клиент ни за что не платите, за все платит арендодатель, владелец квартиры. Понимаете, суть такая, что арендодатели здесь не так щедры, как кажутся. И как происходит система? Вам, ну, как я думаю, что это я предполагаю, то есть вы сдаете квартиру, я прихожу к вам, сколько ваша квартира стоит? Вы говорите, $350 хочу в месяц. А если за год я ее сдам, ну, на год там, да, ну, по 300 за месяц отдам. То есть я хочу 3600 за год, договаривайся. Я говорю, все, что я скажу выше, мое. Вот и вся. Ну, то есть и я уже эту квартиру продаю с расчетом, допустим, сдаю 5000 за год. Плюс-минус так вот работает, друзья мои. Тут, понимаете, при этом те договора, то есть 90% тех людей, что я знаю, они снимают без договора. И потом, вот вы сейчас можете мониторить ленту Фейсбука, они будут удивляться. Мы снимали такую квартиру, как когда пошел сезон, меня выселили. А есть договор? Нет. Так нет договора, нет разговора, это же очевидно. А мне помогал там агент, недорого. За 200 лари, конечно, тебе 200 лари, а что он тебе помог? То есть ты такая богатая, что ты сидела за 200 лари промониторить ленту Фейсбука. Грузия — это Фейсбук. Сайты — это хорошо, но на сайтах, то есть очень много людей, которые сдают апартаменты, они сдают их, допустим, там на Airbnb, на Booking.com, это продвинутые. Сайт — это больше там перекуп на перекупе, перекупом погоняет. Там нет хозяева, в Фейсбуке есть хозяева. Но, опять же, надо четко смотреть. Я никогда не передам ни одному хозяину деньги, пока не вижу его лицо. Пока я с ним не поговорю. Лично. Это важно. Никакой агент вам ничего не будет гарантировать это слово вообще. Ну, просто слово вообще. Понимаете? Причем, как бы там все эти заверения, это такая... Вот, друзья мои, это наш личный канал. Мне никто, то есть у меня нет агентства недвижимости своего. Я не хвалю свое, и у меня нет знакомого. У меня не будет сейчас типа все агенты плохие, кроме Вали. Валя, заходи, Валя молодец, Валя нам сейчас покажет, и вот только к Вале идите. Друзья мои, все просто. Что делать? Первое, просто записывайте. Первое, что делать? Вы приезжаете сюда, бронируете квартиру или отель через Airbnb. Ссылочка будет внизу, либо я думаю, что вы уже знаменитые путешественники, знаете, как бронировать через Airbnb. Второе. Желательно, чтобы вы сняли квартиры в разных регионах, в разных районах этого города, чтобы вы пожили там, чтобы вы могли сравнить. И только потом, когда вы поживете там 3 дня, там 3 дня, там 3 дня, у вас уже будет представление о том, где хорошо и что для вас важно. Вид из окна классно, когда вы приезжаете на 2 недели. А когда вы приезжаете на год, или там на полгода, или там на все лето, для вас важнее, скорее будет удобная кровать, классные стеклопакеты и хороший напор горячей воды. Хорошая кухонная техника, потому что для многих из моих друзей было удивительно, что я тут купил все. Я в арендуемой квартире купил и холодильник, и микроволновку, и стиралку, и что там еще? Духовой шкаф еще, да, вот как бы там все. Почему? Потому что это те приборы, которые нужны для жизни. Ну, очевидно. Так вот, следующий момент. По квартирам понятно, по агентам понятно, да, то есть вот эта вся история там, когда приходят люди, Александр, посоветуйте агентство недвижимости. Как бы сказать, чтобы не обидеть, как можно тут, как бы, понимаете, тут все
вся инфраструктура заточена на то, чтобы продавать эту самую, не сдавать в аренду, а продавать, потому что здесь огромное количество жилых комплексов, кажется, прямо иногда, может быть, не хватит и людей, чтобы сюда заселить, потому что их на побережье столько, там огромные, большие жилые комплексы, апарт-отели, причем они там в 30, в 20, там, не знаю, может, скоро будет в 50 этажей, и там их очень много. Причем в этих апарт-отелях и в этих жилых комплексах квартиры не квартиры, как вы думаете, а там просто такие, как это, больше напоминающие прямоугольники с окном. Одно окно, прямоугольники. Там вот уже кто во что гораздо, там кухня вместе с кроватью рядом, там и туалет через шторку. Мы даже видели примеры, когда есть прямо вот вся кухня и джакузи. Прямо посреди кухни джакузи и прямо спальня. Я не знаю, как можно жить. И, ну, одному может быть кайф. Да, ты прям берешь там яичницу себе пожарил, в джакузи завалился, кушаешь и там телек смотришь, и потом прям можно даже не вставая, а просто выползая с джакузи, доползать до кровати, плюхаться туда и храпеть. Ну, наверное, хорошо. Теперь поговорим про то, как тут продают недвижимость и какая проблема. Вы можете спросить у меня, Некрашевич, а какое тебе дело до недвижимости? Ты не продаешь ничего, не покупаешь ничего. И нет, я маркетолог до мозга костей. И вот когда, смотрите, представьте, что вы пекарь, вы приходите в булочную и видите, как там люди стараются слепить тесто, но они без воды, муку просто там, там все, кругом все в муке, они в рабочем процессе, но воды не добавили, они, и все крас, там все в муке, работа кипит, и они такие, пам, результата нет, нет плюшек, нет булочек, да? Вы это видите? Видите. Но я без запроса не работаю, нет запроса, нет, а запрос без денег запросом не считается. Ну, я работаю по консультациям, я на консалте. Но когда я просто сейчас для зрителей канала, для нашего каталога расскажу, вот как бы я продавал недвижимость в Грузии. Понятно, да? Вот такой совет, вы можете пользоваться им, можете не пользоваться там. Вот это, то есть это лично мое мнение, вот лично мое мнение. И вы посмотрите, тот, кто его попробует, он будет понимать. Итак, допустим, у меня есть апартаменты в каком-нибудь апарт-отеле или в доме, и я хочу их продать. Самое тяжелое, что может прийти вам в голову, а с одной стороны самое верное, вы начинаете продавать тем людям, которые тоже продают. То есть в Грузии продавать апарт-отели, ну, такое все удовольствие. Почему? Потому что здесь кажется, что продавцов больше, чем покупателей. Вот реально, да, как бы, и здесь спрос на них очень мал, и цена, то есть у разные кредитные там обязательства, у разного ситуации, да, то есть цена, и люди почему-то считают, что вывести свое объявление в грузинских группах, в Фейсбуке, на сайте или там лендинге, они будут продавать. Конечно же нет, потому что здесь нет целевой аудитории. Продавать эту вашу квартиру или ваши апартаменты надо условно там, где есть ваша ЦА, целевая аудитория. Например, представим, ну, я сейчас говорю о том, как бы я продавал это все. Я бы взял не Москву, в Москве очень большая конкуренция. Я бы взял, допустим, Новосибирск. Людей как грязи. Ну, в Новосибирске, да, там большой город, миллионник, причем там много умных людей, и, соответственно, там холодно, там реально холодно. Прямо сейчас там снег, там пурга, да. Я бы сегментировался, то есть я бы начал нишеваться, я бы начал там заряжать на эту квартиру, сделал бы лендинг один небольшой, и я бы начал делать рекламу именно на одну целевую аудиторию, то есть, как бы, да, я бы таргетировал ее на людей, которые бы считали, что их родители заслуживают достойную старость.
Понятно, да? То есть я бы не на пенсионеров, там типа там хочешь достойно встретить, а на детей, кто может себе позволить купить, то есть своим родителям домик у моря. Домик у моря не можешь, купи квартиру с видом на море. Не можешь квартиру с видом на море, купи квартиру около моря, и пусть они живут, доживают свою пенсию в климате, они этого достойны. Какой ты сын, если не можешь купить, вот так надо лупить. И я бы заходил только в Новосибирск. То есть, чтобы условно, вот и уже потом, просто, ну, почему только в Новосибирск? Потому что если заходить в разные города, это разные бюджеты, большие бюджеты и непонятные там, да, вот, но там же есть доски по недвижимости, какие-то бесплатные объявления, там, не знаю, Авито, там, все такое, а вместо этого вы начинаете предлагать здесь этим же людям. Например, вот как, чтобы вам был понятен посыл этого маркетингового хода. То есть, если у вас вот в Грузии мандарины 70 Т3 килограмм, отличные мандарины, просто 70 Т3 килограмм мандарин, и никто не берет. А вы предлагаете, давайте, вот я сейчас пойду и буду там на грузинских барахолках продавать эти самые мандарины. Ну, условно, да, там, что вы от них получите? Ничего, ну, абсолютно ничего. А почему? Потому что не будут покупать. Это же очевидно. Тут как бы, ну, а если вы хотите еще на этом заработать, ну, купили за 70 Т3, а продаете там Polar 20 или Polar 50, ну, если у вас там губа большая, вот, то, в принципе, ну, так себе. А вот если эти мандаринчики, да, запаковать, да, отправлять там куда-нибудь, там, не знаю, в какую-нибудь центральную Россию, условно, да, для чего? И назвать, что эти мандарины с сада, без химикатов, без ничего там, да, туда-сюда, то они там улетят за килограмм и по 8 лари, и по 9. Здесь такие цены даже не снятся никому. Понимаете? А для чего? Для чего? Потому что вы продаете недвижимость там, где ее много, и там, где на нее маленький спрос. А вам нужен узкий запрос и массовый спрос. Что значит узкий запрос? Узкий запрос – это не так много людей спрашивают и вводят запрос, допустим, в Яндексе, как купить квартиру в Грузии, которые живут в Новосибирске. Но я уверен, что подавляющее большинство предпринимателей средней руки, ну, средний плюс, там, туда-сюда, готовы сделать своим родителям безбедную старость, достойную старость. Причем, если вы возьмете на себя еще, да, что я их встречу здесь, я их приведу, покажу квартиру, помогу оформить там туда-сюда, от вас только платите. То есть решу вопрос. Вместо этого люди начинают продавать свою недвигу, ну, очень сомнительными способами. Там вот эти видеоролики пишут. На кого? На Грузию. Для кого? Для грузин, для тех, кто уже, те, кто здесь, они не нуждаются в ваших там услугах туда-сюда. Те, кто здесь, они сами все найдут и покажут. Еще момент, тот же самый формат, когда люди пытаются продавать бизнес. Вот это та история, я много работаю с инвесторами, которые там венчурные инвесторы, да, я их консультирую по Ютубу, по каналу, по маркетингу, и вот у них есть четкое понимание того, что он никогда не будет рассматривать какой-то стартап или там какое-то предложение, которое принесли ему сами. То есть, если принесли ему сами, соответственно, оно никому нахрен не надо. И вот если вы пишете там, допустим, продам свой салон красоты, там, да, потому что в связи с переездом в другую страну. Но нет, хочется верить, что вы в рекламу вбухаете там $100-200, попробуйте что-то не так и будете сидеть там, поживать. То есть, как бы надо, то есть, наоборот надо идти там, да, что когда в кризисе все в жопе, мой салон процветает, да, вот я такая, то есть, люди покупают успех, а не неудачу. Люди не будут покупать неудачные бизнесы, а неудачный, если вы его продаете, он неудачный, вот де-факто, и влаживаться, то есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и продавать там, не знаю, кафе, рестораны в Грузии, грузинам, или там местным экспатам, такая себе совсем история. Надо запаковывать, ищу партнера, как бы делал я, да, я бы искал партнера в Москве, в Питере для успешного салона.
Я бы там пробовал, потому что там для людей, в принципе, там, ну, есть люди, которые готовы отдать 20-30 тысяч долларов, купить салон своей жене, отправить ее в Батуми на море и больше не видеть никогда. Отправить ее. То есть надо понимать, где ваша целевая аудитория. Если вы не знаете, где ваша ЦА, то вы не сможете сделать грамотный оффер. То есть вы такие приходите и начинаете пушкой по воробьям. То же самое, если вы не знаете, что вы хотите, дом, квартиру, сколько комнат, какие условия, вы снимете сарай. А знаете, самое обидное, что то, что вы договоритесь на год, а потом поймете через 2 месяца, что рядом есть квартира в 2 раза лучше, в 2 раза дешевле, чем ваш. И вы тогда вспомните этот ролик. Вспомните вашего покорного слугу Неграшевича, который вам советовал, рассказывал и делился собственным опытом абсолютно бесплатно, что я делаю крайне редко, потому что знание без оплаты – это не знание, а простое сотрясание воздуха. Друзья мои, хочу вас сразу предупредить, я не отвечаю на вопросы, я не встречаю друзей в аэропорту и не помогаю им заселиться, я не помогаю снять, купить, продать дом. Вот такое я добро. Что есть, то есть, потому что у меня есть свои дела, я просто, вот вы спросили, я ответил. Думаю, что был вам полезен. На сим я откланяюсь. Спасибо за внимание. Было сегодня с вами интересно, ну, я просто говорил один в свое лицо. Сегодня 31 апреля 2021 года. Не апреля еще. Ой, марта, 31 марта. Да, 31 марта 2021 года. На ваших часах 15:24 московского времени. Спасибо за внимание. Пора барабам.